Привет, с вами Алена, и сегодня мы сделаем педикюр, точнее обработку стопы, прям отдельно крупным планом, и будем использовать такие фрезы. Первая с очень сильным абразивом — это сахарный конус для педикюра, вторая у нас будет гранатовый конус для педикюра, и шлифанем это все корундовым колпачком. Не удивляйтесь, что я сейчас здесь без перчаток, такая трогаю сижу пятку, потому что пятка это моя, и, честно говоря, она немножко в шоке. Честно признаюсь, это будет моя первая прям такая серьезная настоящая обработка стоп. До этого я, ввиду какой-то нехватки времени, просто этого не делала. Я реально постоянно жалела на это время, хотя, по идее, что там, 10 минут делов. Но не так, чтобы что-то там такое страшное, но ввиду отопительного сезона и сухого воздуха, со мной произошло вот это вот. У меня все засохло, потрескалось, и я поняла, что когда я ложусь спать, мои пятки начинают цепляться за кровать. В общем, первое, с чего мы начали, обработку начали мы на сухую. Мы взяли сахарный конус для педикюра. На данном этапе обработку моей стопы делает мастер Екатерина, это мастер моего салона. Я все подрывала сделать это самостоятельно, но я поняла, что я просто не могу вывернуться, но тем не менее пятка лежит на боку, потому что я через штатив внимательно наблюдаю, как же все это работает. И как видите, в какой-то момент я не выдержала, сказала: дай попробовать, я тоже хочу. В общем, такой совместный педикюрчик у нас получился. Я хотела на себе прочувствовать, как же ведет себя этот колпачок. Я думаю, что он прекрасно счищает кератоз, но конкретно для моей стопы я нашла его, наверное, слишком грубым. Мне все-таки больше понравился второй колпачок для средней шлифовки, точнее гранатовый который. А пока я показываю еще полюбившуюся мне фрезу капельку, которой можно аккуратненько подраскрыть трещины. У меня кожа сухая, и поэтому работать можно прямо так, ничем не увлажняя, то есть без каких-либо кератоликов, потому что она еще и тонкая. В общем, меня чем-то разъедать или размачивать — это не самый лучший вариант, разве что-то очень такое щадящее, но я решила, что хочу сделать это на сухую, потому что так будет виднее и понятнее. Вот посмотрите, рядом на кресле видно, да, сколько уже опила накопилось. Кстати говоря, работаю каплей с красной насечкой, но для педикюра вообще желательно брать красно-синюю насечку. И вот сейчас мы нанесли просто обычный антисептик, и мы будем выполнять шлифовку. И сейчас у нас будет вот такой корундовый колпачок. Кстати говоря, все эти фрезы являются, естественно, многоразовыми, что, в общем-то, на самом деле на выходе сэкономит вам деньги, несмотря на изначальную базовую, так скажем, высокую достаточно стоимость. То есть такой набор, кстати говоря, можно купить, по-моему, 1000 за 2. По отдельности эти фрезы будут стоить дороже. В общем-то, если вы мастер и принимаете где-то 4 клиентов в день, то можно один раз ложиться и потом никаких всяких тебе колпачков. Но опять-таки все зависит от клиента и от вашей техники. В общем, мы попробовали, честно говоря, нам понравится, поэтому в салон несколько таких наборов закупим, смотря какие будут пяточки. И да, моя пятка, честно говоря, такая ужасная при приближении. Я пробовала возможности своего нового телефона и поняла, что он прекрасно снимает макро. Да, и у меня вена еще на ногах. Я вот не идеально, есть у меня недостатки, что поделаешь. Вот моя вторая сушеная пяточка, мои сухари. Видны уже такие, достаточно неприятные трещины. И вот здесь мы будем выполнять обработку вот этой фрезой гранатовой, которая нужна для промежуточной средней шлифовки. Тут я решила, что нужно сработать сразу именно ей. Она имеет такой немножко розоватый оттенок, и тут я не выдержала и тоже попробовала ей воспользоваться самостоятельно. И, честно говоря, мне понравилась она именно для своей кожи, наверное, больше. Да, мне было сильно несподручно, и вообще было как-то странно с этой стороны взаимодействовать с пяткой, но, тем не менее, я покрутилась, повертелась со всех сторон, подчистила, посмотрела, можно даже кое-какие трещинки ей подраскрыть. Но главное, что вот эти все шелушуньки, которые вот сейчас вот было очень хорошо видно, которые цеплялись за носки, колготки, за простыни, за все подряд. И надо было, на самом деле, еще потом подумала, провести тест такой, знаете, как в рекламе, когда шелковый платочек кидали, нам нужно было безворсовую салфетку кинуть на пятку и посмотреть, что там будут заусенцы. Здесь вы видите мою вторую руку без перчатки, да простят меня любители стерильности, но все-таки это моя пятка и мои трещины. В
принципе, имею право. Но зато могу сказать, что я все это точно испробовала на себе. Я прекрасно понимаю, что будет испытывать клиент с самой чувствительной кожей, а это вот прям очень даже я, то есть мне больно все. Я уже говорила, что даже на маникюре я для себя выбираю желтую насечку, это прям самая супер мягкая фреза, и мне она очищает все отлично и достаточно комфортно. Ну а тут я зачищаю трещинки, тут было очень сильно неудобно, и на самом деле в итоге педикюр мне доделывала Катя, потому что я вам сейчас в конце покажу, что я перевернулась просто на живот, и она дошлифовала мне пяточки. Ну а я снова выполняю шлифовку по антисептику, как видите, обработала только малую часть пятки, но очень хотела посмотреть, и вот сейчас делаю озвучку, трогаю свои пятки, и они мягенькие, и ничего не цепляется, то есть обработка я готова, довольна я обработкой. В конце нанесем просто увлажняющий крем. И вот сейчас я уже перевернулась на живот. Естественно, клиентов мы так не переворачиваем. Это сделано только для удобства съемки, чтобы показать вам, как работают эти самые насадки. И вот сейчас Екатерина зачищает мне пяточку, и полностью всю стопу она мне обработала. И вот конкретно эта фреза, и особенно синяя, я прям с нее кайфанула. Когда лежишь расслабленная, а не скрученная в 3 погибели, синенькая фреза, она даже что-то типа массажной, хотя, может, это только у меня такое. Но я думаю, что здесь очень хорошо видно, как все это дело с меня слетает и отваливается, летит в разные стороны. Конечно же, пяточку нужно всегда проверять пальчиком, не горячо ли, не печет ли клиенту, но у меня все в полном порядке. И, честно говоря, прикольное такое ощущение, оказывается, когда стопу обработаешь. Вот такой вот я мастер-фломастер, который никогда не делал полную обработку стоп. И, честно говоря, я до этого момента не страдала, но в этом году какое-то отопление у нас лютое в доме, и просто засыхает все. Я аж ночью просыпаюсь попить трижды, потому что, невозможно, просто засыхаешь. Ну и вот наша шлифовочка, самый простой способ педикюра, да, это шлифовка по антисептику, и это такая лайтовая версия, но мы ей пользуемся, если на то есть необходимость. Ну и в самом конце мои морщинистые пятки, треснувшие, мы намазали кремом, и вот такой вот результат мы имеем. Сейчас, я надеюсь, фокус мы поймаем, и, конечно же, я вам напомню, что было до этого, было вот так вот. Ну, в общем-то, на этом все. Пока-пока. С вами была Алена. До новых встреч.